Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вами одержим? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон в шапке профиля. Вот знаете, хочется сказать в очередной раз, что мой шок в шоке, ребят. Кто меня вот смотрит, да, регулярно, вы замечали, да, что у нас выпадают почему-то сигнификации очень часто в последнее время карты, которые означают, что есть на ком-то негатив. Я это не для того, чтобы там заманить вас или еще что-то, да, говорю, просто вот подумайте, на многих из вас, но это уже не в первый раз показывает, ребят. Причем здесь сделано хорошо, профессионально и, возможно, даже через кладбище. Кладбищенская порча – это очень сильная магия. Поэтому я сейчас остановилась буквально на 2 минутки на этом, да, потому что это очень серьезное дело. Это удар, который будет сопровождать вас, ну, до последнего вздоха, если вы это не снимете. И причем последствия усугубляются. Бьет по здоровью. У вас сделано, скорее всего, я смотрю так, по здоровью. У кого-то может, конечно, проигрываться и другие виды порчи, их много, да, но это только на диагностике. Но меня удивляет, да, вот, ну, сколько раз я в последнее время делаю сигнификацию, ну, елки-палки, ну, что такое, да. Итак, погнали. Хочу сказать, что здесь собрались, знаете, вот большинство из вас психологически травмированные люди. Это говорит о том, что многие из вас пережили очень и очень большие переживания. Да? С чем связаны? Давайте смотреть. Связаны с дамочкой, которая безумно любила деньги. С этой дамой у вас все закончено. Все, на ней поставлен жирный крест и большая-большая жирная точка. В отношениях с этой дамой поставлена точка. Для кого-то это стало сюрпризом, да, что ваша дама такая была, да. Для кого-то это было понятно, когда вы еще жили с ней, да, что она такая корыстная, да. Ну, а кто-то вот реально уже чуть ли не в последние дни, там, месяцы, недели, может быть, когда вы расходились, да, вы начали вот как-то, ну, как будто глаза открываются, да, вот что, ну, я монстра пригрел на груди, да. Напишите, ребят, давайте сделаем снова маленький опрос, да. Напишите, вот вы поняли, что ваша бывшая женщина корыстная, когда еще жили с ней, да, либо же там, ну, в последние дни совместного проживания. Вот когда вы поняли, что она такая корыстная, вот напишите, всегда очень интересно читать. Причем мне показывают, что многие из вас переживали, либо же сейчас переживают до такой степени ужасную, дикую боль, когда расставались. Для вас это стало, ну, таким ударом, что, ну, я даже не знаю, вот какими словами описать. Кто-то из вас мог загреметь в больницу. У кого-то могли быть, ну, я не знаю, там, прединсультные, прединфарктные состояния, сердечные приступы. Про депрессию я вообще молчу. Депрессия – это понятное дело, это даже не обсуждается. То, что вы очень-очень болезненно переживали, для кого-то это, ну, действительно, вот как будто жизнь закончилась, остановилась. Потому что для вас эта женщина была, ну, как свет в окне, ваше такое солнышко, ваша звезда, ваша королева, и которая вам ставила нож в спину, фактически, да, ну, не в прямом смысле слова, отплатила, кому-то проиграется, что это измена, да, кому-то это может проиграться, что женщина до такой степени вас унижала, оскорбляла, что, ну, сама атмосфера уже жить с ней была невыносима. Знаете, я вот сейчас вспомнила, кто-то из вас мне писал в комментариях, что женщина даже подымала руку, да, вот, ну, на него. Я просто, понимаете, у меня нет слов. Я, когда читаю такие вещи, когда женщина на мужа поднимает руку, ну, это просто трэш. Ну, елки, ну ты же женщина, да, ну как можно вообще поднимать? Да, я вообще противник рукоприкладства, я вообще, я не знаю. Все, что есть проявление силы, это все табу. Но когда это делает женщина, ну ты же должна быть слабая, ты же должна быть женственная, да, ну елки-палки, ну честно.
одни глупости сейчас на языке, вот хочется сказать на французском, да, вы понимаете, в таких случаях. Вы мужчина, который, несмотря вот на то, что вы пережили, очень сильный, у кого-то даже может проиграться, что вы довольно властный человек. Ну, это не в плохом смысле слова, вот просто это такая, знаете, сугубо мужская черта. Любите все держать под контролем, любите честность, справедливость. В чем-то бываете иногда жестковатый, да, поэтому могут даже вас побаиваться немножко окружающие. Но на самом деле, вот в душе вы такой, знаете, ну, хочется сказать, белый и пушистый. Причем это уже тоже у нас выпадало в сигнификации не единожды, что может проиграться у кого-то из вас, может быть грозная внешность, да, может быть, особенно если у вас такая, ну, упитанная фигура, то, конечно же, вас могут побаиваться окружающие, особенно когда вы ругаетесь, да, повышаете голос. Есть такой момент. Так, что еще мне о вас поведают? Сейчас будем все ваши скелеты в шкафу доставать. Ну, я уже, знаете, вот можно сигнификацию даже не делать. Очень часто попадаются моменты, потому что многие меня постоянные зрители смотрят, за что вам большое спасибо. И за ваши лайки, и за ваши комментарии, и за то, что делитесь, подписываетесь. Всегда с удовольствием читаю все, что вы пишете. Но опять мне показывает, вы до мозга кости просто семейный человек. Вот семья, дети, все, что связано с семьей, родители, у кого живы, семейные традиции, семейные посиделки, да, это для вас просто святое. Причем вы, вот когда у вас была семья, да, у кого-то сейчас, может быть, она еще есть, потому что это общий расклад, вы как-то вот не стыдитесь даже мужской работы. У вас нет, ну, вернее, не то чтобы мужской работы, женской, вернее, простите, оговорочка. Вы не разделяете вот это женское, вот это мужское, да, вот у вас всегда как-то вот было, что сообща вы делаете. По крайней мере, вы стремились к этому. Да, у кого-то может проиграться, что женщина могла перекладывать большую часть даже на вас, это тоже может быть, да, что вроде бы она должна быть хозяйка, а вы там и готовили, и борщи варили, убирали, стирали и так далее. Ну, то есть большинство работы могли даже на вас перекладывать. Ну, это уже, так знаете, когда барзометр зашкаливает у женщины, то тогда она видит, что вот он меня любит, он белый и пушистый, можно так потихонечку, полигонечку на него все скинуть, всю домашнюю работу. Напишите, у кого это проиграется, ребят, на кого женщины пытались скинуть домашнюю работу. Но сказать, что ваше сердечко сейчас безумно трепещет, то, я думаю, большинства нет. Опять же, потому что это общий расклад, ну, общая картина. Я не вижу, чтобы вы сейчас были такой влюбленный джигит, абсолютно. Ну, иногда Бобик может там сходить в гости, да, в какую-то будочку, назовем это так. У кого-то это могут быть такие подружки по вызову. Я, конечно, не очень люблю таких женщин, но, тем не менее, служба спасения 911, ну, тоже кому-то из вас нужна, да. Кто-то из вас может даже пытаться ознакомиться, но, опять же, я говорю еще раз, вот как-то сердечко особо, ну, не ёкает. Ну вот нету такого, знаете, когда как 17 лет хочется мчаться, бежать, там свидание и так далее. Вот как-то все ровно, тихо, спокойно. У многих из вас проигрывается, что вот вы еще в предвкушении, вы в ожидании личной жизни, ну, вернее, перемен в личной жизни, да. И у вас идут, кстати, такие вот довольно серьезные перемены. Ну, это уже будет совершенно другой расклад про перемены. А сейчас давайте смотреть, кто же все-таки вами одержим. Такое слово интересное, да, прям страшно становится. Ух ты, а что ж такое? Даже не одна женщина. Смотрите, мне показывают первая женщина, мечевая королева. Ну, обычно я люблю называть мечевыми королевами бывших, да. Это холодные, такие хладнокровные, эмоционально холодные женщины, которые, ну, только и умеют скандалить, застраивать, манипулировать, да. Вот она до сих пор
до сих пор не может успокоиться. Особенно у тех, у кого, ну так, относительно недавно произошел разрыв, да, потому что кто-то из вас оставил, ну, либо же без денег ее, да, вот проучили просто. Ну, типа ты не заработала, либо же специально вот каким-то образом это сделали. Либо же вы ей дали, ну, либо оставили там меньшую какую-то часть денег, имущества. Ну, то есть она не в шоколаде осталась, она хотела больше. И вот она одержима, знаете, это может быть, ну, даже одержимость такая, что не доставайся же ты никому. Сюда обычно привлекается магия. То есть я еще раз говорю, ребят, вот это может быть очень большая такая связь магии, да, когда женщина идет, либо сама делает, либо колдует, ну, идет к колдуну какому-то, ведьме, и специально делает разные магические гадости, да, чтобы мужчине было плохо, либо по здоровью, либо чтобы бизнес не шел там, либо же чтобы он один остался на всю жизнь. Вот у нее такая идея фикс, да, чтобы вам было плохо. Когда она будет слышать, что вам плохо, в любом смысле, да, в любой сфере, она будет от этого кайфовать. Вот ей будет хорошо, когда вот она услышит, что вот твой бывший там заболел, либо же он один и никого не может найти, бедный, несчастный, там где-то под забором валяется, да, и у тузика из миски кушает, да. Вот этого она и хочет о вас услышать, но не дождется, так и хочется сказать. Все у вас будет замечательно. Так что пусть грызет локти, пусть страдает, пусть колдует, но это ей вернется бумерангом, только еще тройного действия. И еще одна дамочка есть, одержимая вами. Давайте-ка посмотрим, что же это за дама, чем она одержима. А эта дама влюбленная в вас. Эта дама одержима в хорошем смысле слова. Она давно в вас влюблена. Она давно за вами как будто подсматривает. Знаете, вот она может, ну не то чтобы любоваться вами. Ну, любоваться это само собой, да. Но вот она какая-то робкая, нерешительная. Ей очень хочется с вами сблизиться, возможно, даже познакомиться. Вы с ней не знакомы. Это тоже еще будет маленькая интрига. Я знаю, вы любите интриги. Эта дама очень хочет, чтобы вы ее заметили. Она может вам попадаться специально чаще на глаза, вот каким-то образом пересекаться. У каждого это будет своя ситуация, общий расклад, помним об этом. Поэтому, знаете, давайте я попытаюсь вам ее описать, чтобы вам было проще. Женщина, она не вызывающе выглядит, это точно. Она для серьезных отношений. Из таких женщин получаются очень хорошие матери, жены. Она у нас императрицей даже выпала. Эта женщина может, в общем-то, в перспективе, если вы ее заметите, а я думаю, вы все-таки заметите, она может стать даже матерью кого-то, ну, матерью ваших детей у кого-то, либо же женой может стать, да, причем судьбоносная такая дама, это будет новая история в вашей жизни. Она такая, знаете, и ухоженная, она красивая, но она не наглая абсолютно. Вот она не будет вешаться на шею, ее нужно будет заметить. Она может робко улыбаться, она может даже при разговоре, вот, ну, так знаете, может быть, даже покраснеть, вот в таком плане. Сейчас довольно мало таких женщин, но почему-то вот все чаще они к нам на расклады приходят. Наверное, вы таких заказываете у Вселенной, да, поэтому и притягиваете таких в расклад. Это женщина, которая сможет вам подарить счастье. С этой женщиной вы можете быть счастливым мужем и счастливым отцом. Причем она, знаете, она не то чтобы одержима вами, но она влюблена. Вы ей очень нравитесь, она влюблена, да, она очень сильно хочет, чтобы вы ее заметили и, ну, как бы сделали первые шаги, да, хотя бы там телефончик взяли, пригласили на свидание и так далее, да, и тогда пойдет жара. Потому что других мужчин она даже не замечает. Вот эту женщину можно назвать постоянной, ну, однолюбка, нет такого слова, да, есть однолюб, но вот как раз вот это про нее. Вот определение, что она такая постоянная. Она, если с одним, то с одним. Поэтому, ребят, оглянитесь вот в вашем окружении.
однозначно есть такая женщина. Подмигните, улыбнитесь, да, попытайтесь как-то с ней пообщаться, сблизиться и так далее. И в вашу жизнь может прийти наконец-то то самое счастье под названием любовь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!